Добрый вечер, друзья. Это экстренный выпуск, можно так его назвать. 2 часа назад Навальный уничтожил диктатора Путина. Он опубликовал телефонный разговор с одним из 8 военных медиков, которые еще 10 дней назад были обвинены в его отравлении новичком. И тот дал на весь мир, просто на весь мир, признательные показания, как они наносили новичок на трусы, на внутреннюю часть пах, там где пах. И как они 2 раза летали это все отмывать, и как они прятали одежду. Это просто рано или поздно всем диктаторам приходит конец. И Навальный этот конец ускоряет. Давайте посмотрим. Мы можем любить Алексея Навального, можем не любить, но я считаю, что это единственный сейчас в России реальный оппозиционер настоящий, который борется до конца и идет до конца. И то, что произошло 4 месяца назад, когда его отравили, 2 дня не выпускали, потом он улетел в Берлин. 3 мировые страны признали, что его отравили новичком, пропаганда радостно пела. Как и когда-то с Боингом, искала миллион версий. Алкоголик, тунеядец, диабет, сердце, еще там что-то. И рассказывала все. Буквально неделю назад совместное расследование Беллинкет, Навального и международных изданий выдает информацию. Полностью весь расклад. Как 8 ФСБшников-медиков за ним ездили. Прямо за 2 дня до пресс-конференции Путина. За день до этого Песков впервые отменяет свою пресс-конференцию, потому что они не знают, что говорить. Там все. Как они ездили, пароли, явки, фамилии, кто с кем созванивался и все остальное. Нет версии, пропаганда молчит, все молчат. Выходит Путин и что говорит? Хотели бы убить, убили. А следили, да, потому что он сотрудник ЦРУ. Все. А Навальный, оказывается, уже 5 дней имел сумасшедшие доказательства, как его убивали. Я, конечно, лучше предоставлю слово ему. Это надо смотреть, это надо видеть. Я буду иногда вклиниваться, комментировать, но это его разговор. Ну, давайте он сам скажет. Это надо смотреть, чтобы понимать, что диктаторы, которые врут и убивают своих граждан, политических конкурентов на протяжении 20 лет, рано или поздно попадут, когда им не повезет. И этот в признании говорит, доктора спасли, они ему вкололи быстро антидот, и самолет почему-то быстро сел. Если бы он пролетел на полчаса дольше, все бы было по-другому. Путину международный трибунал. Лукашенко ждет то же самое. Мы еще с вами не обсудили, а ведь 13 декабря Международный криминальный суд в Гааге, куда входит весь мир, 4 континента, там по 4 судьи, принял решение о начале криминального расследования действий Российской Федерации на территории Украины, в Крыму и Донбассе. Это первый был звоночек, кто вообще все промолчал, все перепугались за Путиным, что иди к нам. Но то, что сделал Навальный, это доказательство, что Путин стоит непосредственно за тем, как убивают людей в России. Поехали. Привет, это Навальный. Я же говорил, что вся эта история с отравлением круче голливудского фильма, и вы еще не представляете, насколько. В классическом детективе всегда есть сцена, когда сам убийца сознается в содеянном. И у нас она тоже есть. Это просто невероятно. Но обо всем по порядку.
Ровно неделю назад мы выпустили расследование, и оно стало мировой сенсацией. Только на моем YouTube уже 17 миллионов просмотров. Доказательства, предъявленные нами, настолько убедительны, что даже заказчик преступления, президент Путин, не смог отпираться и фактически подтвердил, что великолепная восьмерка, следившая за мной почти 4 года, это сотрудники ФСБ. Понятное дело, что Путин не мог на всю страну сказать: да, я приказал ФСБ убить своего политического противника. Поэтому он снова начал городить чушь о том, что никакого расследования не было, а это все легализованная информация ЦРУ. А сотрудники ФСБ за мной просто присматривали. А самым главным доказательством того, что отравления не было, является то, что я жив. Потому что если хотели бы отравить, то, конечно, бы отравили. Слушайте, мы прекрасно понимаем, что это такое. И в первом, и в этом случае. Это легализация. Это не какое-то расследование. Это легализация материалов американских спецслужб. А что, мы не знаем, что они локацию отслеживают, что ли? Да, наши спецслужбы хорошо это понимают и знают это. Тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Ты понимаете? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. Здесь я бы обратил внимание, как смеется Путин. Это же был виден не настоящий смех по поводу «довели бы до конца». Это была уже первая часть агонии, когда через 2 дня они под всеми фактами признались. Да, ездили, да, 3 года. Все время летали с ним ФСБшники. Непонятно почему медики, конечно, это мы не будем говорить, это наши задачи. Но летали, аргументов нету. Пропаганда ж молчит, и они не знают, как освещать. Соловьев только там кричал в истериках на Навального. Все остальные ж каналы, Симонян, все молчат. Все ж понимают, что это правда. Дальше. Президент же сказал причину, почему за ним присматривают. Прошу прощения, растущие уши специальных служб. Других стран? Ну, конечно, конечно. И мы тоже неоднократно говорили, вызывает много вопросов, разные высказывания с призывами о свержении власти там, и так далее. Что они его не уберегли от отравления? Наши спецслужбы. Еще есть вопрос. Позже Песков выразился еще яснее, сообщив журналистам, что ФСБ присматривает за мной, потому что это обычная практика для тех, кто контактирует со спецслужбами других государств, а также допускает высказывания, призывающие к насильственной смене власти. Таким образом, подумав несколько дней, Кремль и Путин ответили нам: первое, за всем стоит ЦРУ. Второе, да, сотрудники ФСБ были, но они просто следили за мной. Третье, если хотели бы убить, убили. Раз остался жив, то не убивали. Аргумент про ЦРУ настолько смехотворен, что его моментально опровергли журналисты, включая прокремлевских. Они написали подробные отчеты о том, что для получения информации, использованной в расследовании Bellingcat, никакого ЦРУ и близко не надо. Она действительно продается любому желающему. Смешно, что кремлевские СМИ даже сокрушаются, что из-за меня теперь услуги пробива подорожают. Путин, кстати, на этой же пресс-конференции и расследование о своем зяте-миллиардере тоже назвал работой ЦРУ. Это Госдеп и спецслужбы США. Вот они являются авторами на самом деле. То есть, во всяком случае, по их заданию это сделано. Это совершенно очевидная вещь. Здесь имелось в виду, для тех, кто не знает, что через неделю после свадьбы дочки Путина ее муж за $100 купил компанию акций Сибур стоимостью $350 миллионов. Тут опять на пресс-конференции Путин сказал: это все проделки ЦРУ. И вообще, какие ко мне вопросы? Это же частная компания. Что она хочет, то и продает. У них были премиальные. За $100 можно купить долю за $350 миллионов. И потом же Путин там добавил, говорит: но он же развелся, видите, теперь у него ничего нету. Он же уже бывший. Вот так вот, в семью зашел, на тебе подарок свадебный, $350 миллионов. Развелся, ничего у тебя уже нет. Мы мафия, мы семья. Там настоящая криминальная мафия. Идем дальше. Вторая часть путинского опровержения тоже не выдерживает критики. Если за мной следили, потому что я экстремист, то почему слежкой занимались медики и химики? Почему они летали на разных самолетах со мной? Почему приезжали и уезжали в разное со мной время на разных рейсах с разницей в день? Это полное вранье, и тут даже обсуждать ничего не стоит. Остается главный аргумент. Хотели бы отравить, отравили бы. А об этом нам никто не может рассказать, кроме самих убийц.
Так вот, они нам и рассказали, вернее, один из них. В прошлый понедельник мы готовились выпускать материалы ровно в 15:00 по московскому времени. Одновременно мы, Bellingcat, Insider, CNN, El País и Шпигель. Понятное дело, что через 5 минут после выпуска группа убийц и их начальники поймут, что их разоблачили, и они залягут на дно, сменят телефоны, ну и так далее. Мы не исключали того, что этих 8, проваливших задание, просто убьют или спрячут, или сначала спрячут, а потом убьют. Поэтому в 6 утра по московскому времени мы организовали вот здесь нечто вроде штаба и распределили между собой задачи, чтобы с 7 утра начать действовать одновременно и застать злодеев врасплох. В 7:00 в дверь к одному из убийц постучалась Любовь Соболь. Люди там периодически появляются. В это же время у одной из штаб-квартир ФСБ, где работают убийцы, их караулил корреспондент канала «Штаб» Дмитрий Низовцев, и его спустя 20 минут задержала полиция по звонку из ФСБ. Раменки, дежурная часть, пересыпь. Добрый день, это беспокоит глава муниципального округа Раменки, Гангальский Максим Брониславович. Скажите, пожалуйста, вот поступили сообщения, что у вас в ВВД находится Дмитрий Низовцев задержан. Есть такой, да, Да. есть, опрашивают его. Это напрямую звонок был с ФСБ. ФСБшники позвонили с Иванки 12. Корреспондент CNN Клариса Ворд в 7 утра пришла к координатору группы убийц Олегу Таякину, и эти феерические несколько секунд увидел весь мир. We enter a rundown apartment building on the outskirts of Moscow, where operative Oleg Tayakin lives. Здравствуйте, Олег Борисович, да? Меня зовут Клариса Уорд, я работаю в CNN. My name's Clarissa Ward, I work for CNN. Can I ask you a couple of questions? Можно вам спрашивать, это ваша команда отравила Навальный? Was it your team that poisoned Navalny, please? Do you have any comment? He doesn't seem to want to talk to us. Ну а я ровно в 7 утра начал звонить своим убийцам. У Bellingcat были их телефонные номера и список номеров, по которым они сами звонят. Анализ этих данных показал, что для того, чтобы скрыть содержание разговоров, они используют специальный номер. Ну, нечто вроде такого ФСБшного коммутатора. Мы взяли простейшую программу, такими пользуются телефонные пранкеры, для того, чтобы скрыть номер, с которого звоню я, и подставить вместо него нужный нам номер. И расчет был очень простой. Звонок в 7 утра. Ты видишь знакомый служебный номер, берешь трубку и начинаешь разговаривать. Почти все, кому я позвонил, трубку взяли, почти все быстро ее повесили. А потом нас ждала большая удача. Константин Борисович Кудрявцев, военный химик из Института криминалистики ФСБ, работавший до этого в научном исследовательском центре биологической безопасности Министерства обороны и военной академии радиационной, химической и биологической защиты. Он разговаривал со мной 45 минут, предполагая, что я помощник секретаря Совета Безопасности и бывшего директора ФСБ Патрушева. На начало разговора мы о Кудрявцеве знали только 3 факта. Что он состоит в группе тайных убийц, что он химик и что он 25 августа летал в Омск. Поэтому я и предполагал, что он забирал из больницы мою одежду. В неизвестном направлении пропадает моя одежда. Вполне вероятно, ее забирает один из участников группы Кудрявцев. 25 августа он прилетал в Омск. А к концу разговора Константин нам любезно пояснил многие детали. И сейчас я говорю совершенно официально и направлю соответствующие заявления. Вот фото Кудрявцева, вот его телефон. Мы знаем, что он сотрудник ФСБ, и вы сейчас услышите его голос. Любая фонографическая экспертиза подтвердит, что это голос его, а слов его достаточно, чтобы арестовать не только убийц, но и тех, кто помогал им скрыть следы преступления. Когда президент Путин на пресс-конференции сказал, ну если бы хотели отравить, отравили бы, Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. фразу, которую сейчас повторяют все пропагандисты, я просто в ладоши хлопал от радости, потому что сотрудник ФСБ Кудрявцев ответил нам всем ровно на этот вопрос. Ну и кроме того, сейчас вы узнаете, почему президент Путин много думает, извините, о моих трусах. Да, Константин. Алло, Константин Борисович. Здрасте, меня зовут Устинов Максим Сергеевич. Я помощник Николая Платоновича Патрушева. Мне ваш телефон дал Владимир Михайлович Богданов. Извините за ранний звонок, мне нужно 10 минут вашего времени, очень сильно нужно. Что? Да, слушаю. Руководство
в очередной раз новая итерация обсуждений, попросит, наверное, вас попозже рапорт подготовить, но я сейчас делаю доклад для Николая Платоновича на Совете Безопасности, все это будет обсуждаться на высшем уровне. Мне нужно один абзац, просто краткое понимание от членов команды, что у нас пошло не так, почему в Томске был с Навальным полный провал. Ваше мнение напишите, скажите мне, пожалуйста, я запишу, а позже уже в рапорте укажете. В Омске был провал. Нет, в Томске. Нет, имеется в виду в Томске. В Томске? Да, А что в Томске было? Константин Борисович. Да. Вы слышали, что я вам сказал? Я по поручению Патрушева звоню. Не, я понимаю все прекрасно. Я просто пытаюсь в голове вспомнить, а в Томске что было. Ну, вы в Омск 25 числа зачем ездили? В Омск или в Томск? Вы ездили в Омск 25 числа. В Томске была операция. И сейчас я составляю короткую версию рапорта, что там случилось. Попозже Владимир Михайлович попросит вас написать длинную версию. Я понимаю, что это в очередной раз. Но руководство для Совета Безопасности просит меня подготовить документы сейчас. Поэтому, если вы мне очень сильно поможете и не будете задерживать Николая Платоновича. Я бы с удовольствием помог, но я сейчас на коронавирусе сижу дома. Ну, поэтому я вам звоню. Поэтому... Давайте я Макшаков, если связаться. Макшакову я позвоню тоже, конечно же. Ну, то есть я сейчас... Это простая процедура. Я буду звонить сейчас Александрову, Макшакову, Таякину. Из каждого буду просить там, на 2 абзаца объяснения. Потому что мне нужно в итоге рапорт сделать на 2 листочка. Сами понимаете, кому я делаю рапорт на 2 листочка. Я не хочу здесь именами бросаться, но я бы не стал вам названивать в 7 утра и не стал бы Богданову звонить в 7 утра, если бы не срочная ситуация. Поэтому просто у меня здесь вот написано: Кудрявцев, двоеточие, считает так и так. Почему у нас ничего не получилось, и что нужно, почему было плохо, и что нужно сделать, чтобы хорошо. По 10-бальной шкале вы оцениваете работу Александрова как? Понятно, что он ваш коллега, тем не менее. Александрова? Да. Работа хорошая, да. Оцениваю хорошо. Лидерские качества Таякина вы как оцениваете? Координацию команды? Но Таякин там не был, там Осипов был. Я знаю, что там не было Таякина, что там был Осипов, но тем не менее Таякин в операции участвовал, правильно? Честно, у меня нет такой информации. Я не могу ничего сказать. Ну хорошо. Осипова вы по 10-бальной шкале как оцениваете? Сейчас, погодите, я записываю. Хорошо, тогда логичный вопрос, согласитесь. Я должен как бы просто объяснить буду сейчас Патрушеву. Если вы говорите, что вы хорошо оцениваете и Александрова, и Осипова, почему ничего не получилось? Ну, это вот я вопрос себе задавал уже не один раз, кстати. Вроде как бы, по ситуации, то, что информацией я владею, а я владею не всей информацией. Понимаю. Сами понимаете, да, я владею той информацией, которая у меня есть непосредственно, или которая до меня доводится. Ровно для этого и делается доклад. Да. Да, я вас перебил. Я просто говорю, что ровно для этого мы и делаем доклад, чтобы каждый со своей колокольни как бы посмотрел. Поэтому сейчас меня интересует только ваше мнение. Я оцениваю работу хорошую, по крайней мере, работа сделана как бы, как вот вы делали, как бы это все прорабатывалось вопрос. Я так считаю, и не один раз. Хорошо. Очевидный вопрос, ответ на который должен быть в моей бумаге. Если вы оцениваете хорошо работу Иосипова и Александрова, почему провал-то? Что нужно сделать в будущем, чтобы ничего этого не было? В нашей работе, сами понимаете, вопросов и нюансов всегда очень много, и все учитывать, как бы, стараемся всегда по максимальному, чтобы не было никаких просчетов и так далее. Сами понимаете, да? Я понимаю, что самое главное. То есть здесь Вопрос наверняка прорабатывался досконально, я так считаю. Это мое мнение. По крайней мере, если брать то, что ранее там, да, было сделано,
Вот, но нюансы есть всегда. В каждой работе есть нюансы какие-то. Да? Вот, ситуация повернулась, как бы, с одной стороны, там, ну, как сказать, тут правильно понимаю. Ну? Ну, я тоже думал, как бы, что могло, как бы, ну, там, посадили там это, сами понимаете, да, там полетел, посадили, все вот это, как бы, ситуация сложилась так, что не в нашу пользу, я так считаю. Если чуть дольше, то, соответственно, чуть могло бы все пойти по-другому. Чуть дольше что? Дольше, да? Сами понимаете. Константин Борисович, Летел. если бы чуть дольше летел, Ну, возможно, да, если чуть дольше летел, например, они посадили его там резко как-то и так далее, да, возможно, это все пошло не так. То есть там оперативная работа, там, медик, скорой помощи, да, на посадочной полосе там и так далее. Ну, и, соответственно, как бы это... Алло. Да-да-да, ну посадить самолет посадили через 40 минут. В принципе, это должно было бы как бы учитываться при планировании операции. Нельзя сказать, что самолет посадили просто моментально. Рассчитали неправильно дозу, вероятности. Почему? Ну, это я не могу сказать, почему, как сказать. Рассчитывали все, я так понимаю, что рассчитывали все с запасом. Как было нанесено вещество? Ну, я говорю, это лучше по оперативной связи. Я, сами понимаете, я работал уже потом. Да, я знаю. Я в самой, как бы, это, по крайней мере, то, что, как бы, после мы смотрели, там, как бы, делали там свои мероприятия, эти вот, как бы. Вы бы как сделали иначе? Вот если бы вы планировали операцию, как нужно было сделать иначе эту штуку? Ну, это надо садиться, думать конкретно уже. В зависимости от ситуации, от обстоятельств, от возможных способов, не способов, а от возможных мест, да. Тут нюансов, я говорю, очень много. И надо учитывать каждый нюанс, каждую мелочь. Вот. Я считаю, ну, мне так, ну, как по моему мнению, все было как бы спланировано и правильно было все спланировано. По-другому никак не могло быть. Если бы неправильно было спланировано, ничего бы не делали. Так, у меня по-прежнему остались вопросы. Во-первых, вещи где? Что с вещами? Что с вещами? Ну, навальновские вещи где? Ну, были, вот, я их крайний раз видел в Омске самом. Оставили там. Ну, мы там ездили, работали. Да, вы 25-го же туда летали, в Омск, правильно? Да мне бы вспомнить, ну, наверное, примерно, да. У меня записано на работе. Так, и конкретно, что с ними произошло? С вещами с этими? Конечный пункт нахождения их? Да. Ну, конечный пункт нахождения я не без понятия. Могу только, знаете, что сказать? Мы когда приехали, нам отдали их привезли местные ребята омские. Вот. С этой полицией. Транспортной. Ага. Да, нам от них отдали коробку. Ага. Вот, мы с коробкой поработали, соответственно. И вернули все ребятам. Ну, местным. А местный начальник, в принципе, у меня его телефон есть, если надо, могу дать. Да, давайте. Вот. Запишу. Вот, он эту коробку, я ему сказал, что он вернул назад. Скорее всего, он отдал этим ребятам с транспортной полиции. Так, дайте мне, пожалуйста, телефон начальника. Повисите, хорошо? Сейчас. Да, конечно. Ага. Алло. Да, пишу. 8 962 962 059 059 25 95. 25 95. А зовут его? Михаил. По отчеству не записано. Михаил Павлович. Да, он начальник БТ. Ага, начальник. Если можно поспрашивать, да, посмотреть. Я выясню, нет проблем. Давайте Он скажет,
подробнее про вещи. На них было что-то? Коробка, то есть что-то там нашли на ней? Что с этим делали конкретно? Ну, мы 2 раза ездили. Угу. Ну, первый раз пакет был обычный. Ага. Пакет там с печатью, там все, там разорванный весь был. Там были вещи, ну, они мокрые какие-то были. Вот, там были вещи, как бы, соответственно, то, что было там. Там костюм, там, эти трусы, носки, там, маска, Угу. футболка, соответственно, да. Так, и какую процедуру вы реализовали? Что делали с этим, чтобы я сообщил? Ну, обработку делали. Что тогда конкретно делали? Объясните. Ну, замывали, обрабатывали растворами. Чтобы не это, ну, там, ну, как сказать-то я. Ну, обрабатывали. Чтобы мне это не было следов, там ничего такого. Значит, еще у меня есть среди вопросов странный такой вопрос. Вы же с Навальным ездили сколько? И в Киев ездили в 2017 году, да? Вы-то сами как его личность оцениваете? Ничего. Его? Да, Навального. Чё? Ну, как? В смысле, как я оцениваю его личность? Ну, я же поэтому я говорил, что странный вопрос. Аккуратный и очень это, ну, как, всего боится. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, он там ходит везде там и так далее, да. Номера меняет там периодически, да, вот, то есть как бы осторожный очень, как бы, в этом плане. То есть он наверняка, может быть, как бы, может, чуйка какая-то, чувствовал, что там, ну, он не скрывает, что наши они там следили там и так далее. Ну, сами понимаете, да? Угу. Алло. Да, я слушаю. Я просто, я записываю. Озвучивал там в своем блоге, там, не один раз, просто за ним там это, какая-то наружка типа ходит, да, по пятам. Вот. То есть он очень осторожный, аккуратный в этом плане такой. То есть лишних движений не делает никогда. Ну, это мое мнение, да, то есть как бы Угу. аккуратный, осторожный. То есть как бы. Хорошо. А вот, извините, вопрос такой наивный, но меня его, исходя из того, что я записал, мне его зададут. Значит, одежду замывали, потому что на одежде могли быть следы. Значит, и на теле могли быть следы. Но вы говорите, что на теле следов быть не могло. Почему? Ну, мне кажется, что там, ну, впитывается быстро просто. Не оставляет, мне кажется, следов. Это Макшаков скажет более подробно. Я всей информацией не обладаю. Я даже не знаю, что там делали. Ну, я имею в виду, сами понимаете, да? Ну, я понимаю. Ну, я не знаю. У меня нет информации. Константин Борисович, Мне вот сказали, я приехал, сделал и уехал. Все. Угу. Все остальное, вся остальная информация по поводу, кто там ездил, кто это делал, это у меня так информация. Это я с ними со всеми поговорю сам. Мне, повторяюсь, мне нужно просто вот ваш взгляд конкретный, потому что руководство сказало, значит, со всех собрать информацию и составить общую картину. Поэтому, значит, давайте еще раз суммируем все, что у нас есть. Значит, по вашему мнению, выжил этот фигурант, потому что самолет посадили слишком рано, верно? Главная причина. Ну, мне кажется, что да, только из-за этого. Если бы там чуть-чуть больше, то, возможно, и все как бы закончилось по-другому. Вот видите, стечение обстоятельств, это вот это самый такой вот плохой фактор, который вот в нашей работе, да, может быть. То есть, как бы. Вот это понятно. Под стечением обстоятельств мы имеем в виду обстоятельство номер 1. Это посадили самолет. Обстоятельство номер 2 это что? Ну, это то, что это, как приехали там вот скорые там и так далее. Провели мероприятия вот эти вот первичные, которые они обычно. Ну, там по медики смотрят состояние. Вот, они, ну, там закололи антидот какой-то, ясно, да? Угу. Предположительно о том, что возможно, что вот это вот, да? Или хотя бы, ну, симптоматика же там какая-то похожа. Ну да. Поэтому они действовали непосредственно по инструкции медиков.
Вот, поэтому для того, чтобы сработала скорая, да, соответственно. Ага. Вот, это тоже фактор, как бы, отвезли. Дальше, соответственно, просто увезли его там в больницу. Там, соответственно, тоже провели какие-то мероприятия. В зависимости от там, симптоматики там, и всего вот этого. Вот. Есть вероятность того, что он кого-то из членов группы видел в лицо и узнает в лицо. Ой, это навряд ли. Он всегда строго к этому подходит. Вот у меня есть информация, И так далее, там, одежда, там, смена одежды там, и так далее. значит, у меня есть информация, что однажды с ним члены группы однажды летали с ним вместе на одним рейсом. Было такое? Ой, этой информации у меня нет, к сожалению. Ну, как бы, я вот не знаю, честно говоря. Обычно берется всегда рейсы специально разные. Это даже если группа летит, там, несколько из нескольких, да, бригад, там, или там, команд, один летит одним рейсом, другой летит другим рейсом, как бы, ну, стараются всегда так. Я не знаю, тут информации нет у меня. Угу. Ну, то есть вы такого не знаете? Нет, не знаю, честно говоря. Просто, то есть по шкале от 1 до 10, какова вероятность того, что он или члены его какой-то группы, команды могли сфотографировать кого-то, записать, кто-то случайно мог на камеру попасть? Ну, да, ну, учитывая там наш сейчас сегодняшний везде там и камеры стоят, но всегда как бы все равно, когда работают, там все закрывать и так далее. Сами понимаете, да? Эти камеры. Ага. У меня с вами всего другого. Работать идем только тогда, когда нам оперативные сотрудники дают добро. То есть они нам объясняют ситуацию, ну, то есть там мы говорим, идем или нет. То есть всегда отсекается возможность снятия какого-то либо и так далее. Понимаете, да? Понимаю. То есть максимальная конспирация – это первое дело. Чтобы никто не снял, никто лишнего там не увидел там, и так далее. Это исключается всегда. Угу. Вы сами как оцениваете работу оперативных сотрудников? Которые принимали участие. Да. Ну, с тем, с кем я работал, хорошо оцениваю. Не будет никаких сюрпризов у нас с одеждой? Ну, поэтому несколько раз поехали. Несколько раз поехали, чтобы обработать одежду. Давайте еще раз. У меня есть данные, что вы 25 августа это делали, а второй раз? Алло? Позже чуть поехали, через неделю-две, наверное, или через неделю. Через неделю после 25 августа? Не помните точно? Нет, к сожалению, не помню. А ездил... Это Смокшаков, кажется. Окей. Кто еще ездил с вами? Со мной? Да. Василий Калашников. Калашников. Ну, его фамилия, наверное, не озвучена была, да? Нет, у меня нет в списке его. Странно. Ну, значит, руководство посчитало, что Ну да, это же... Хорошо, я с Богданова это уточню вопрос. Хорошо, скажите мне, пожалуйста, на какой предмет одежды главный был акцент? У нас самый рискованный в теории предмет одежды какой? Трусы. Трусы. Рискованный в каком плане? Что-что? Рискованный в каком плане? Ну, где могла быть максимальная концентрация? Трусы. В каком месте трусов это внутренний шов, наружный шов, внутренний шов, прилегающий куда? Потому что у меня здесь по этому поводу блок вопросов. Я все это с Макшаковым буду обсуждать, но мне нужна и ваша информация тоже. Ну, по внутренним работали. Ну, по крайней мере, там это обработка делала. Ну вот, представляете себе трусы, да? И вот трусы, и в каком месте? Как бы есть самая... Где это паховая часть? Паховой части трусов. Ну, гульфи, так называемые, там швы такие есть, вот по швам. Так, погодите, это важно, сейчас, секунду. Значит, кто передал информацию о том, что должна быть обработана гульфиковая часть трусов?
мы предполагаем, сказали работать по трусам именно по внутренней части. Кто, По вам. кто сказал-то? Макшаков? Да. Внутренние, сейчас пишу, внутренние швы трусов. Окей, значит, серого цвета трусы. Не помню. Цвет трусов какой, не помните? Синий был. Синий трус, синий. Я, честно говоря, ошарашен вопросами вот этими всеми. Сами понимаете, да, в зависимости от ситуации. Вот это. Константин Борисович, все ошарашены. Представляете, как я ошарашен? Я вообще об этом не знаю ничего. Хорошо, если мне какие-то будут нужны уточнения, я, наверное, в течение пары часов буду еще звонить, поэтому на связи оставайтесь, хорошо? Да я всегда на связи, днем и ночью, у меня уже привычка. Да, понятно, да. Я с телефоном везде хожу, в туалет, в ванну. Это да, это точно. Все-таки я не понимаю одной вещи. Вот они наносили на трусы или на трусы и на штаны? Потому что у меня информация двойная, и я не могу понять. Это Макшаков скажет точно. Не, ну они скажут, мне скажут. Я хочу, чтобы вы мне сказали. Нет, я об этом не знаю, да, не сильно было. Я говорю, мы работали вот именно по этим, то есть по трусам, по штанам, внутренностям смотрели, как бы, если там пятна, нет там пятен каких-то и так далее. Угу. Вот. Пятен, как бы, на трусах видимых пятен не было. И, по крайней мере, визуально. На штанах тоже, там флисовые штаны такие, они плотные, на них вообще ничего не разглядишь. Угу. Тем более они темного цвета, детей. Угу. Угу. Ну, поэтому, как вам сказали, так мы смотрели тогда. Визуально не было видно. Окей, понятно, хорошо. Все, Константин Борисович, спасибо большое. Будем на связи, тогда буду обращаться еще. Максим Сергеевич. Да. Алло. Да. Извините, вопрос такой. Ничего, что мы с вами по обычному телефону такие вопросы. А мы ничего такого не обсуждали особенного. Ну, это скорее экстренная ситуация, я думаю, что ничего страшного нет. Я согласовал с Богдановым, что я вам буду звонить по такой связи. Согласовали? Да. Все, договорились. Добро. Удачи, пока. Ну вот, теперь мы с вами знаем, конечно, еще не все, но уже очень-очень многое. А я, видимо, стал первым человеком в истории, вопрос о трусах которого рассматривался на Совете Безопасности России, ну или где там Путин планирует свои самые важные операции. Как видите, все, что я говорил в предыдущем видео о полной деградации правоохранительной системы, подтверждается. Представляете себе? Хранятся в полиции улики попытки убийства. К ним приезжают ФСБшники. Эти улики забирают, стирают с них следы преступления, потом отдают обратно. Потом приезжают второй раз и проделывают то же самое, чтобы наверняка. Это не государство получается, а бандиты. Ну смотрите уже, сколько людей задействовано. От врачей и полицейских до местного ФСБ. И они вообще все по первому приказу совершают тяжкое преступление, фабрикуя улики. Потому что это не операция по спасению шкуры какого-нибудь Кудрявцева или Таякина. Они Путина спасают. Он все это придумал. А вы думаете, почему это все происходит? Вот потому что потому. Мы с вами прижали их к стенке. Доказательств теперь более чем достаточно. Но суду я их не предъявлю, а могу предъявить только гражданам России. В прошлый раз просил, и вы мне сильно помогли с распространением. И в этот раз прошу. Он врет на прямой линии, используя для распространения своей лжи вообще все газеты и все телевидение страны. Мы можем ответить только тем, что будем рассказывать правду. Поучаствуйте в этом. Пусть вся страна спрашивает у Путина, почему нет расследования. Ну и напоследок, я, конечно, хочу сказать еще раз огромное спасибо пилотам самолета, быстро посадившим его, и медикам, оказавшим мне первую помощь. Вы, друзья, наверняка смотрите сейчас этот ролик, и теперь уже окончательно ясно, что Путин-то и ФСБ хотели меня убить, а выжил я благодаря вам, хорошим людям, выполнявшим свой долг. Спасибо. Хороших людей вообще больше, чем злодеев. Такие пилоты и врачи, они гордость России. А вовсе не Таякины, Путины и Кудрявцевы. И рано или поздно добро победит зло. В конце меня даже улыбнуло, ведь лозунг нашего канала «Хороших людей больше». Друзья,
Я надеюсь, россияне начнут просыпаться. Чем они раньше начнут просыпаться, снесут свою гидру, которая грабит их страну, которая имеет запасы всей таблицы Менделеева больше всех в мире, а только избранные могут летать в Дубае и смотреть, как отдыхают те, у кого тоже большие запасы только нефти, а весь народ живет в нищете и туалеты находятся на улице, снесут этого урода, снесут сразу же Лукашенко, вздохнет спокойно Украина, вздохнет спокойно Беларусь, и Россия начнет строить нормальное государство, которое будет для людей, а не для верхушки власти, которая с автоматами за нее уцепилась. Слава Украине, живе Беларусь и Россия без Путина. Россия, просыпайся, большой привет. Мы можем любить Алексея Навального, можем не любить, но я считаю, что это единственный сейчас в России реальный оппозиционер настоящий, который борется до конца и идет до конца. И то, что произошло 4 месяца назад, когда его отравили, 2 дня не выпускали, потом он улетел в Берлин, 3 мировые страны признали, что его отравили новичком, пропаганда радостно пела. Как и когда-то с Боингом, искала миллион версий. Алкоголик, тунеядец, диабет, сердце, еще там что-то. И рассказывала все. Буквально неделю назад совместное расследование Беллинкет, Навального и международных изданий выдает информацию. Полностью весь расклад. Как 8 ФСБшников-медиков за ним ездили. Прямо за 2 дня до пресс-конференции Путина. За день до этого Песков впервые отменяет свою пресс-конференцию, потому что они не знают, что говорить. Там все. Как они ездили, пароли, явки, фамилии, кто с кем созванивался и все остальное. Нет версии, пропаганда молчит, все молчат. Выходит Путин и что говорит? Хотели бы убить, убили. А следили, да, потому что он сотрудник ЦРУ. Все. А Навальный, оказывается, уже 5 дней имел сумасшедшие доказательства, как его убивали. Я, конечно, лучше предоставлю слово ему. Это надо смотреть, это надо видеть. Я буду иногда вклиниваться, комментировать, но это его разговор. Ну, давайте он сам скажет. Это надо смотреть, чтобы понимать, что диктаторы, которые врут и убивают своих граждан, политических конкурентов на протяжении 20 лет, рано или поздно попадут, когда им не повезет. И этот в признании говорит, доктора спасли, они ему вкололи быстро антидот, и самолет почему-то быстро сел. Если бы он пролетел на полчаса дольше, все бы было по-другому. Путину международный трибунал. Лукашенко ждет то же самое. Мы еще с вами не обсудили, а ведь 13 декабря Международный криминальный суд в Гааге, куда входит весь мир, 4 континента, там по 4 судьи, принял решение о начале криминального расследования действий Российской Федерации на территории Украины, в Крыму и Донбассе. Это первый был звоночек. Кто вообще все промолчал, все перепугались за Путиным, что иди к нам. Но то, что сделал Навальный, это доказательство, что Путин стоит непосредственно за тем, как убивают людей в России. Поехали. Здесь я бы обратил внимание, как смеется Путин. Это же был виден не настоящий смех по поводу довели бы до конца. Это была уже первая часть агонии, когда через 2 дня они под всеми фактами признались. Да, ездили, да, 3 года. Все время летали с ним, ФСБшники. Непонятно почему медики, конечно, это мы не будем говорить, это наши задачи. Но летали, аргументов нету.
Пропаганда ж молчит, и они не знают, как освещать. Соловьев только там кричал в истериках на Навального. Все остальные ж каналы, Симонян, все молчат. Все ж понимают, что это правда. Дальше они, как выходила первая часть расследования, они же... Так. Здесь имелось в виду, для тех, кто не знает, что через неделю после свадьбы дочки Путина ее муж за $100 купил компанию акций Сибур стоимостью 350 миллионов долларов. Тут опять на пресс-конференции Путин сказал, это все проделки ЦРУ. И вообще, какие ко мне вопросы? Это же частная компания. Что она хочет, то и продает. У них были премиальные. За $100 можно купить долю за 350 миллионов долларов. И потом же Путин там добавил, говорит, но он же развелся, видите, теперь у него ничего нету. Он же уже бывший. Вот так вот, в семью зашел, на тебе подарок свадебный, 350 миллионов долларов. Развелся, ничего у тебя уже нет. Мы мафия, мы семья. Там настоящая криминальная мафия. Идем дальше. Да, эти новости ж облетели весь мир. И то, что весь мир уже абсолютно не сомневается, что Навального ФСБшники травили, их еще поразило состояние дома, и куда они пришли, и на каком уровне живут специалисты на таком, даже скажем, уровне гостайны, хотя тут слово гостайна это чисто тайна одного криминального авторитета, который возглавляет Россию. Себе все, этим убивать, это заказ Родины. И, наверное, $100 им дают, только настоящие, не в долю акции 350 миллионов. Тогда я помню, что весь мир больше поражался состоянием домов. Добрый вечер, друзья! Это экстренный выпуск, можно так его назвать. 2 часа назад Навальный уничтожил диктатора Путина. Он опубликовал телефонный разговор с одним из 8 военных медиков, которые еще 10 дней назад были обвинены в его отравлении новичком. И тот дал на весь мир, просто на весь мир, признательные показания, как они наносили новичок на трусы, на внутреннюю часть пах, там где пах. И как они 2 раза летали, это все отмывать, и как они прятали одежду. Это просто рано или поздно всем диктаторам приходит конец. И Навальный этот конец ускоряет. Давайте посмотрим. В конце меня даже улыбнуло, ведь лозунг нашего канала «Хороших людей больше». Друзья, я надеюсь, россияне начнут просыпаться. Чем они раньше начнут просыпаться, снесут свою гидру, которая грабит их страну, которая имеет запасы всей таблицы Менделеева больше всех в мире, а только избранные могут летать в Дубае и смотреть, как отдыхают те, у кого тоже большие запасы только нефти, а весь народ живет в нищете и туалеты находятся на улице, снесут этого урода, снесут сразу же Лукашенко, вздохнет спокойно Украина, вздохнет спокойно Беларусь, и Россия начнет строить нормальное государство, которое будет для людей, а не для верхушки власти, которая с автоматами за нее уцепилась. Слава Украине, живе Беларусь и Россия без Путина. Россия, просыпайся, большой привет. Добрый вечер, дорогие друзья. У нас новость, которую надо обсуждать сразу, потому что ей буквально пару часов. Навальный опубликовал разговоры с его убийцами, представившись зам министра там ФСБ, попросил сделать доклад, как травили Навального. Это не то, что шаг и мат Путину. Это космос. Этого убийцу должны судить не только россияне.
и украинцы, и белорусы, и весь цивилизованный мир. Это бомба. Давайте обсуждать.